Всем привет! В этом видео я хочу рассказать и показать, как связать простую детскую шапку на ребенка. Я использовала пряжу Alize Lana Gold, номера пряжи 203 и 240. Это такой красивый меланжевый джинс, синий меланж как джинс и коричневый меланж. Спицы я использовала размер 3,5. Начинаем с итальянского набора петель. И для этого нам понадобится размер спиц 2,5 и дополнительная нить другого цвета. Берем спицы на размер меньше. И мне на шапку надо набрать на размер 54 сантиметра окружность головы. Я набираю ровно 100 петель обычным способом. И набираем еще 101 петлю, чтобы вязание замкнуть в круг. Так. Как вязание замыкаем круг. Так. Мы первую петлю переносим на эту, на правую спицу, и последнюю петлю перехлестываем сюда и затягиваем. Все, вязание закрыли, замкнули в круг, и первый ряд провязываем просто лицевыми. Обычными лицевыми. И берем теперь, провязали лицевыми, берем теперь основную нить, которой будем вязать шапочку, и вяжем тоже опять ряд 1 лицевыми. А теперь, после того, как мы провязали основную нитью лицевыми, мы провязываем 2 ряда пола резинки. Так, первая лицевая, вторая петелька, мы ее не провязываем, а просто переносим на правую спицу, и рабочая нить перед работой. Лицевая, переносим вторую на правую спицу, нить перед работой. И так дальше. Первый ряд провязали пола резинки, теперь второй ряд мы провязываем так. То, что лицевую мы провязывали, мы теперь ее снимаем, не провязывая на правую спицу, а нить за работой. А вторую петельку провязываем изнаночной. Лицевую, которую провязывали просто на правую спицу, переносим, рабочая нить за работой, и вторая петелька изнаночная. Провязали второй ряд резинки полой,
Теперь вяжем просто обычную резинку 1 на 1. Так, и уже на этом моменте, когда вы начали вязать просто резинкой обычной 1 на 1, можно снять вот эту вот дополнительную нить и увидеть, какой получился край. Чтобы не видно было, вот уже видно, что получился итальянский наборный край. Вот. Дальше продолжаем вязать шапочку. Вот я уже сколько провязала шапки. Она у меня будет двухцветная. Вот моя резиночка. Вот итальянский набор какой получился. Вот он так выглядит с этой стороны и так с этой стороны. Вот так. Я провязала резинку и дальше вяжу вот таким узором. Он раньше был популярный, его кто называет ромбики, кто ананас узор. Вот. И дальше буду вязать до того момента, просто по кругу, до того момента узором, просто по кругу узором до того момента, пока мне не нужно будет нужную длину. Резинки я провязала кто хочет с отворотом, кто хочет без отворота. У меня резинка получилась 13,5 сантиметров. А дальше начала вязать полотно шапочки. Вот так. Встретимся, когда довяжу до макушки. Покажу, как я буду убавлять петли на макушку. Я довязала нужную длину шапочки. Это у меня получилось 31 сантиметр. А узором я связала 18,5 сантиметров. А отворот резинкой 13 сантиметров получился. Сейчас вам покажу, как я буду убавлять петли на макушке шапки. Первый ряд мы будем провязывать 2 вместе с наклоном влево. Итак, на второй ряд я перешла на спицы с более длинной леской, так как уже неудобно спицами на 40 сантиметров вязать. И вяжу дальше способом Magic Loop. Можно взять 4 спицы носочные такого же размера, как вы вязали, и ими продолжать вязать. Итак, второй ряд вяжется точно так же. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. И последний, третий ряд вяжется так же, как предыдущие ряды. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Итак, довязали мы последний ряд, третий. Осталось у нас мало совсем петелек на спицах. Отрезаем ниточку не сильно большой длины.
берем иголку и будем петельки надевать на иголку и собирать их вместе. Собираем все петельки вместе и дальше прячем ниточку. И далее я уже заранее сделала бубончик. Я цепляю бубончик. Вы можете приобрести бубон или сделать его сами. У меня есть видео, как я делаю бубон. Я оставлю ссылку на него. Если вам понравилось мое описание, я буду благодарна, если вы поставите лайк. Все, шапочка готова. Все ссылочки оставлю в описании. Все, всем пока.